Устанавливаю реи, растягиваю ванты и окрашиваю паруса люминофором. Всем привет! Сегодня я расскажу о постройке миниатюрной копии парусного корабля-призрака летучего голландца. Но не все так просто. Его необходимо сконструировать так, чтобы он впоследствии поместился в обычную лампочку. Приятного просмотра! За основу я взял готовую 3D модель. Ссылку на источник оставил в описании под видео и напечатал ее на фотополимерном принтере Anycubic Photon S. Размер модели выбирал такой, чтобы она занимала максимальное пространство внутри лампочки. Качеством печати я остался более чем доволен. Даже пропечатались поручни и некоторые совсем мелкие объекты. Конструкция парусника имеет сложную терминологию, и каждый элемент несет свое отдельное название. Поначалу мне было страшно смотреть на эти изображения и разбираться во всех этих названиях, а позже понял, что ничего сложного нет, все предельно просто, а главное логично. Первым делом изготавливаю рангоут корабля. Передняя мачта называется фок, центральная грот, а задняя бизань-мачта. Как правило, они были составные и в разрезе имели сложные комбинации конструкций. Поэтому на всех изображениях парусников можно заметить, что мачты имеют равноудаленные стяжки, имитируя их тонкой эластичной нитью. Для изготовления продолжения мачты тяну литник и заготавливаю набор конусообразных отрезков необходимой длины, которые называются стеньга. В данном случае это грот стеньга. В основании она крепится в грот Марс, который имеет вид круга. Для его изготовления беру пайетки диаметром 1,5 и 2 мм. Из платы фототравления делаю ограждение. Это крепление называется мачтовый эзельгофт. Устанавливаю грот салинг и стеньговый эзельгофт. А эта палочка называется грот брам-стеньга. Но на этом конструкция грот мачты не заканчивается и устанавливает четвертый ярус, который называется грот бом-брам-стеньга. По готовности вертикальных мачт устанавливаю реи. Все они тоже имеют отдельное название, но не буду мучить вас этой информацией, а скажу лишь то, что изначально я выбрал неправильные диаметры рей. Они выглядели слишком толсто, и пришлось все их срезать и приклеить новые, более тонкие и изысканные, что сделало внешний вид мачт более привлекательным. Носовая палочка называется бушприт. Для последующей сборки модели необходимо ее покрасить. Базовый слой задуваю темно-коричневой краской и высветляю выступающие элементы техникой сухой кисти.
А с учетом, что я делаю модель летучего голландца, он должен выглядеть вот так. На этом модель готова для натяжки вант. Ванты – это оснастка стоячего такелажа, которыми укрепляются мачты, стенги и брамстенги. Число вант зависит от толщины мачты и площади парусов. Изготовление вант в мелком масштабе – это целое испытание, которое заняло у меня 3 дня полноценной работы. Сперва я заготовил отдельные косички и уже по месту их растягиваю. Фок, грот и крюйс-ванты приклеиваю лишь частично, оставляя верхний конец свободным. Они будут растягиваться после погружения корабля в лампочку. Устанавливаю топинант, который удерживает реи в нужном положении. Паруса изготавливаю из бумажной салфетки. Вырезаю сердцевину, в которой отсутствует декоративный узор. Эта салфетка имеет 4 слоя. Разделяю их по 2 и нарезаю паруса необходимых размеров. Для придания парусам реалистичной формы и прочности буду клеить их на рукояти кисти. Разбавляю клей ПВА с водой в пропорции примерно 1 к 1. Наношу этот раствор и расстилаю первый слой паруса, тщательно пропитав его клеем. После приклеиваю шкот. Это оснастка бегучего такелажа паруса, предназначенная для растягивания нижних углов паруса по рею и гику. А сверху покрываю вторым слоем паруса. Такая конструкция паруса позволит установить его в соответствии с прототипом, что будет максимально реалистично.
Для модели летучего голландца необходимо состарить все паруса. Для этого просто острым предметом разрываю края и углы паруса. Простой и реалистичный способ за счет хаотичности повреждения. Согласно легенде, летучий голландец имеет светящийся ореол. Для его имитации я приобрел порошок зеленого люминофора, который разбавляю с матовым лаком в пропорции примерно 1 к 1. И наношу на паруса таким образом, чтобы они засвечивались, выделяя особенности их форм и повреждений. Устанавливать паруса оказалось безумно интересно, несмотря на сложность и кропотливость этого процесса. Все паруса крепятся за шкот, что полностью соответствует конструкции реального корабля. Во второй части я детально расскажу о процессе сборки этого корабля в лампочке и о проблемах, с которыми столкнулся. Подпишись, чтобы не пропустить. До скорых встреч!